Всем привет! У нас очередная встреча. По счету она уже 26-я. И сегодня мы будем читать Ральфа Блюма с комментариями. И у нас сегодня знакомство с руной Ансус в интерпретации Ральфа Блю. Естественно, кто включился и не видел предыдущие выпуски, хочу напомнить, что Ральф Блюм дал свою интерпретацию и свой порядок последовательности рун. В традиционном понимании руны располагаются по футарку, и начинаются они далеко не так, как это исследует Ральф Блюм. Но наш век толерантности и век понимания и уважения чужой точки зрения, чужого видения предполагает принимать и другую точку зрения. Но это не значит, что мы ее должны принимать в том виде, в котором она преподносится дословно как истина в первой инстанции, но для исследователя рун, коим я являюсь, это очень интересный кладезь набора ключиков для понимания глубины руны. Вот мое отношение именно такое. То есть любой источник, он может послужить при разумном использовании, разумном символ руна Ансус может послужить источником нашего развития. Почему этот источник не может быть книга Ральфа Блюма? И, естественно, было бы, наверное, проще собраться с духом и ее просто озвучить, как аудиокнигу. Но для этого есть артисты, я не стану у них отбирать хлеб. Они этому учатся, они этому учились, и у них это получается намного лучше озвучивать аудиокниги. И скажу вам так, что, быть может, привет, Алиса, быть может, мои выпуски вдохновят какого-то артиста, актера, будем так говорить, хорошим приятным голосом, озвучите эту книгу и порадовать многих последователей рунической магии и знатоков и желающих изучить руны аудиокнигой. У нас же не аудиокнига, это чтение с комментарием. Исток такой и идея такова, что я взял книгу, которая мне нравится, которая мне была одна из первых книг на пути познания рун. Я не могу сказать, что я там ее люблю или не люблю, это все пафосно, она мне нравится. И очень много чего я взял из этой книги для своих практик. Поэтому я решил ее читать, вот, например, как бы я читал дома, например, вечером, при потрескивающем камине, тихой приятной музыке. Камин представить можете, сейчас лето, по-скандинавски, наверное, осень, но приятная осень. В современном понимании это лето. И вот в вечернем чтении, с легким покачиванием, под приятную музыку читать вслух. Притом обсуждать эту книгу, например, своим любимым другом, своим партнером, женой, комментировать эту книгу. Вот примерно я это перенес и на наши встречи. Поэтому вот уже 26 встреч, покачиваясь в кресле, я читаю книгу и ее комментирую, высказываю по сути свое мнение, свое видение, свою точку зрения. Она может не совпадать с ортодоксальными рунологами, я буду так говорить. Естественно, я говорю это с иронией, потому что ортодоксальность в рунах это даже становится смешно, но вот считайте, это шутка. Ортодоксальный рунолог. Для ортодоксальных рунологов это неприемлемо, а для исследователей, для искателей это очень даже интересное чтение. Поэтому все те, кто смотрит видео, все те, кто приходит на прямой эфир, а я могу прочитать чат, он у меня перед глазами,
Вы можете задавать вопросы, мы можем немножко пообщаться в формате полчаса, может чуть больше, как пойдет. Как в семейном кругу, как в кругу друзей, кругу единомышленников, которых интересуют руны. Кто-то один читает, комментирует, вы слушаете, размышляете, можете тоже прокомментировать. И вот такое вот дружное чтение. Или, как любят говорить, стрим книги. То есть книга есть, ее надо простримить, то есть показать, продемонстрировать. Вот, наверное, где-то так. Вот такие вот интересные введения. Ну, я не буду говорить, я это скажу в конце, что было бы здорово, чтобы вы подписались. Я не буду говорить, что обязательно поставьте на уведомления, я это скажу в конце. Я не буду говорить, что ставьте лайк или обратный лайк, перевернутый лайк. Знаете, как есть прямая руна, прямой лайк, а есть перевернутый лайк. Все это ваше право, тоже делайте. Комментируйте под видео, читайте описание. В общем, будьте активными. А мы начинаем наше чтение. И уж не обессудьте, в конце видео я это повторю. Так что если вам нравится или не нравится, мы начинаем, независимо от этого. Руна Ансус, знаки, руна посланника, бог Локи. О как! Очень интересно. Бог Локи, руна Ансус. Ну, что-то в этом есть. Ну, давайте прочитаем первый абзац. И по первому абзацу я выскажу свои комментарии. Послания, знаки, подарки. Вот ключ к пониманию значения руны. Здесь я потом прокомментирую. Даже своевременное предупреждение может рассматриваться как дар. Согласен. Это как раз аспект руны Альгиз. Когда руна посланника приносит известие сакрального характера, это воистину благословение для вас. Благословие. Благое слово. Известие может оказаться сообщением о начале новой жизни. Новая жизнь начинается с новых встреч, удивительных связей, которые направляют нас по новому пути. Сейчас следует позаботиться о том, чтобы отдавать себе отчет в происходящем во время собраний, визитов, при нечаянных встречах, в особенности с людьми более мудрыми, нежели вы сами. Сейчас следует позаботиться о том, чтобы отдавать себе отчет в происходящем во время собраний, визитов, при нечаянных встречах, в особенности с людьми более мудрыми, нежели вы сами. Ну, во-первых, давайте мы рассмотрим руну саму Ансус, относясь к ней как к руническому ставу. Какие руны мы видим в руне Ансус? Естественно, первое, что бросается в глаза, это руна Лагус, притом двойная руна Лагус. Это уже интересно. То есть я отношусь пониманием к руне Лагус как к потоку энергии или каналу, который мы нарабатываем, каналу доступа к определенным взаимоотношениям или каналу налаживания связей, или каналу, по которому можно путешествовать, или потоку энергии, потоку информации, любому каналу, по которому течет то или иное качество энергии, к которой мы можем подключиться. Двойная Лагус — это двойной канал, и значит двойной канал с кем? Естественно, пониманием богов. Вот с кем накладывается канал. Эта руна еще переводится как ас, или ас божественный, или совершенный, или величественный, или высокий, высший. То есть в определенном смысле переводится как бог.
И я ее трактую как руну мудрости или, простым словом, знанием. Также эта руна, в моем понимании, обозначает разговор, беседу, общение, обмен информацией, если хотите. Поэтому двойная лагус, вансус, она очень замечательна. Если мы, например, ее раскрутим вдоль оси, то мы увидим двойной тайвас. То есть лагус образует при раскручивании двойной тайвас, а ансус проявляет двойной тайвас, то есть двойная нацеленность. Или гарпунная стрела, такой как символ, как бы гарпун. То есть если уже попал, то уже наверняка. Вот здесь вот, ассоциируя руну как знание, как мудрость, как получение знаний определенного характера или обучение от богов, то да, можно сказать, что это руна посланника или руна знака. Но в понимании Блюма она является знаком или посланием, руна посланника. Послание, знаки, подарки. Да. Вот ключ к пониманию значения этой руны. Здесь я бы сделал акцент на слово «ключ». Помните, я с самого начала сказал, что ко всем рунам я отношусь как к ключам. Так вот, как ключ, да, мудрость, знание или знак от богов, послание — это очень огромный пласт информации, если мы умеем ее считывать. Теперь я взял схему древа Игдрасиль для того, чтобы мы могли на нее посмотреть, где же наша руна Ансус. И мы смотрим, что руна Ансус связывает два мира. Мир асов, то есть Асгард, и мир Нифельхейм, древняя мудрость. Вам не кажется очень интересным, в кавычках, совпадением или смыслом того, что Ансус является неким кладезем мудрости, связующим два мира? Миром асов, миром богов и инистых великанов, то есть великанов, которые являются хранителями древней мудрости, древних знаний. Думаю, что благодаря руне Ансус, путешествуя по древу жизни, Один очень часто туда ходит. И мы знаем, что каждый вечер он подходит к источнику Мимир, дабы испить мудрости и спросить мудрости у головы Эмира, а это инистый великан, и испить источника Мимир. Здесь очень важный момент получения знаний. В прямом положении руна Ансус, а перевернутом мы поговорим чуть-чуть попозже, я трактую ее всегда как получение мудрости или знания от богов, или получение информации от учителя, или приход информации откуда-то, то есть получение знаний или разговор, беседа, то есть в зависимости от расположения в раскладе или позиции в раскладе мы можем ее трактовать как общение или с кем-то придется разговаривать и так далее. Перевернутую руну Ансус, забегая вперед, я все-таки скажу, я трактую как то, что отсутствие мудрости, отсутствие знаний, непонимание, невидение, то есть человек ничего не понимает. Более того, в некоторых раскладах, в зависимости от сочетаний, руна Ансус перевернутая еще может трактоваться как кто-то говорит за вашей спиной. Поэтому открытость руны Ансус и прямая, то есть это открытое знание, открытое общение, а перевернутая — это скрытое непонимание, невидение, она является неактивной. Поэтому руна посланника, так ли можно сказать? Да, я бы сказал, что руна посланника
или послание, знак, подарки является в определенном смысле словами ассоциации. А вы знаете, что слова ассоциации, они очень хорошо ложатся в заклятие, когда вы пишете заговор. Тот, кто знает, о чем я говорю, это хорошо. А тот, кто не знает, приходите на обучение. Я учу писать заклятия на ставы. Заклятия, заговоры, активировать. И мы прорабатываем слова ассоциации. Поэтому будем говорить для моих учеников, можете себе записать в оставленное место в книге теней дополнительные слова ассоциации к руне Ансус, послания, знаки, подарки. И подумайте, может быть, где-то они пригодятся вам в написании заклинаний к руническим ставам. Следующее. О чем я хотел еще сказать. Вот здесь вот очень такой момент, ну не то что непонятный, но требующий рассуждений. Сейчас следует позаботиться о том, чтобы отдавать себе отчет в происходящем во время собраний, визитов, при нечаянных встречах, в особенности с людьми более мудрыми, нежели вы сами. Друзья мои, как определить критерии мудрости? Как можно назвать человека мудрым? Он более начитан, он более сведущ, он старше вас возрастом. Как определить мудрость? Есть люди более начитанные, более сведущие, но мудрости в них нет. В чем состоит критерий мудрости? В чем? В определенном высокомерии или в чем? Он мудр, он более начитан, он знает больше. Мудрость не в этом состоит, дорогие мои. Потому что руна Ансус, она очень хорошо ассоциируется с мудростью богов. А мудрость заключается в следующем. Как отличить вот первый признак мудрого человека от немудрого человека? Мудрый человек — это тот, который принимает и открыт принимать любые знания. И он никогда не будет высокомерен в том, что он знает. Он всегда выслушает. И если кто-то захочет спросить его совета, он тихо и скажет. Обращаемся к речам Высокого, потому что, видимо, наверное, к следующей встрече завтра я достану своих архивов речи Высокого. Но не помнится ли вам случайно короткий стих, что «будь молчалив и кроток, за мудрого сойдешь». Это и пословица есть такая, да? Вот. Что в собрании великих лучше сидеть и слушать, сойдешь за мудреца. Да? А если говоришь, то говори по делу. Поэтому спорный ли момент высказывания Ральфа Блюма, не скажу. Но меня это смущает, в какой-то степени. Нечаянных встречах, в особенности с людьми более мудрыми. Вот здесь вот, знаете как, позаботиться, чтобы отдавать себе отчет происходящим во времени собрания, визит, особенности с людьми более мудрыми. Я вам хочу сказать, что встретиться с мудрыми людьми, по-настоящему мудрыми людьми, это великое счастье, это радость. Особенно если этот мудрый человек захочет поделиться своей мудростью. Ведь мудрость что это такое? Мудрость — это совокупность опыта и знания. Как человек становится мудрым? Я люблю вот эту пословицу повторять очень часто. Многие говорят, дурак учится на своих ошибках. Дурак никогда не учится из-за своего упрямства. Что дурак — это упрямый человек. Поэтому дурак никогда не учится. Умный учится на своих
А на каких еще ошибках он может учиться? А мудрый учится и на своих, и на чужих, более того, делает эти ошибки своим опытом. В этом есть мудрость. Опытность, которая превратилась в знание. Ансус. Можно ли сказать, что знание является и опытом? Только тогда, когда вы это знание пропустили через себя. Если вы это знание не пропускаете через себя, то это информация. Как говорится, в одно ухо вошло, в другое вышло. Это то, что сейчас полно. Поэтому информация превращается в знанием, когда эту информацию ты проверяешь на личном опыте. И вот только тогда ты становишься мудрецом. У Блюма получение информации, знаний без внутреннего их осмысления, только получение и принятие, потому как открытая руна. Это вопрос, видимо. У Блюма это послание, на которое следует обратить внимание, я так понимаю. Если это вопрос, потому что знак вопроса стоит, Алиса пишет, то получение, скорее всего, да, информации, но не знаний. Только получение, принятие. Вот в чем дело. Дело в том, что сколько бы вы не пробовали экспериментировать с информацией, немножко неточное слово, сколько бы вы ни получили информации, если вы ее не исследуете и на своем опыте не проверите, это никогда не будет вашим знанием. Вот почему я на своем курсе даю не какое-то учение, которое нужно как информацию почитать, а я даю практические занятия, которые укрепляют ученика проходить и исследовать, и получать свой собственный опыт. Поэтому в какой-то степени, проводя ученика через определенные этапы познания, я не просто отдаю информацию, а я предлагаю эту информацию экспериментально утвердить в себе. Вот почему обучение у меня на курсе, оно имеет эффект самообучения, самообразования. Я только помогаю, корректирую, направляю, не более, не менее. А просто вот вам вывалить информацию, которая не станет частью вас, это, к сожалению, для меня лично это неприемлемо. Я всегда ищу и докапываюсь, исследую, так, чтобы понять, как это работает, принцип работы, механизм. Алиса пишет, кажется только, что и ответ был, опыт нужен. Дело в том, что трансляция идет с небольшой задержкой. Вы пишете в чат тогда, когда вы услышали, а я уже где-то на несколько секунд вперед, примерно может там 30 секунд или 20 секунд, как зависит от потока. Поэтому я читаю уже то, что вы пишете на то, что я уже сказал полминуты назад, примерно так. Давайте учитывать этот момент. Ну и я буду стараться учитывать, хорошо? Вот где-то так. Ну а вообще все прекрасно. Читаем дальше. Я вам схему так древа и не показал. Давайте я вам ее покажу. Прочитаю, да, чтобы вы видели схему древа и Дрексиль. Я прочитаю, а потом верну текст обратно. Локи – трескетер древнего скандинавского пантеона, он же Бейоб Раб или Кап, ну как-то вот Бейоб Кап, ну хорошо, аборигенов Северной Америки, пересмешник Бога-творца, но и одновременно тот, кто дарует человечеству благо.
Даже объявленные негодяи и жулики могут оказаться подателями мудрости. Когда вам выпадает эта руна, ждите неожиданностей. Послание всегда призыв к новой жизни. Здесь нельзя поспорить о том, что это покровитель руны Ансус Локи. Вообще покровитель руны Ансус больше Один. Но учитывая то, что Локи трескитер и он может принимать любой образ, даже Одина, зачастую я допускаю, что бог Локи может проявляться через эту руну как учитель, как наставник. Да? Это первый момент. Второй момент в том, что Локи это правдолюб на самом деле. Притом настолько сильный правдолюб, что для него правда превыше всего. Вы для этого можете просто вспомнить для себя перебранку Локи. Помните, есть старшая Эда. Он говорил правду богам. Вспомните. Он что, врал? Он преувеличивал? И он что? Он говорил правду. Он говорил правду так, как есть. Готовы ли мы слышать правду? Зачастую правда ранит. И когда Локи нам говорит правду прямо в лицо, мы обижаемся. Нам это не нравится. Вот в чем вопрос. Но та правда или другая сторона, которую мы не видим, зеркальная сторона той же самой руны Ансус, не проявлена. В образе Локи приобретает бесценные знания, если мы внимательны и не упрямы. Понимаете? Внимательны и не упрямы. Мы не сопротивляемся. Потому что дураков любит Локи. Почему? Потому что над ними можно пошутить. А я напомню, дурак это не глупец. Глупец это совершенно другое понятие. Дурак это тот, кто упорствует в своей правоте и все. Это уже далеко от мудрости, понимаете? Это далеко от мудрости тех людей, которые ничего не сделали, какие-то труды или еще что-то, но лезут комментировать какими-то намеками, знатоки такие, знаете. Особенно любители Кастанеды. Передаю вам огромный привет. Покажи свою мудрость. Потому что свою мудрость я показываю. Она неприемлема для тебя? Ну что ж. Покажи свою мудрость. Покажи свои знания. Покажи свой путь развития. И, к сожалению, проще раскритиковать, это не Локи так делает, чтобы вы понимали. Локи, когда подкалывает человека или шутит над ним, или говорит какими-то моментами, он задевает самые болезненные струны человека. Если человек обладает мудростью услышать эти намеки от Локи, то уже можно сказать, что он на пути мудрости. Уже можно сказать, что он на пути мудрости. Поэтому пересмешник Бога-Творца, его тень, да. Кроме этого, руна Ансус, это руна асов. И не только Одина, получается, тогда и всех богов. Мудрость всех богов в руне Ансус. И кто знает ритуалы с руной Ансус, если кто не знает, спросите, я расскажу, может, каким-то отдельным выпуском. Ритуал на руну Ансус заключается именно в том, чтобы
вопрошать у богов мудрости. Мудрости. Вы разве не знали, что каждая руна имеет свой ритуал, магический ритуал? Если вы не знали, то теперь вы знаете. А вот какие, это, к сожалению, не в открытом доступе, а это 4-й уровень, 4-й этап обучения руническая магия, где мы не просто изучаем, как делать ставы, но мы изучаем, как призывать богов, как заряжать энергией. Мы изучаем эти ритуалы по рунам. Понимаете? Потому что за каждой руной стоит сила, стоит покровитель. Как сделать ваш став более эффективным и заручиться поддержкой богов? Это 4-й этап обучения у меня на курсе. Вот такая вот вам заманушка. Вот. Где-то так. Ну что, пойдем читать дальше. Вот здесь вот, знаете, то чуть-чуть вот, что дарует человеку благо. Конечно, благо. Вот это я прочитал. Что-то хотел сказать, ну, значит, не так суть важна. Ждите неожиданностей послания. Всегда призыв к новой жизни. Вот что я хотел сказать, вспомнил. Дело в том, что знание получить не есть такая большая проблема, да? При желании можно получить знание. Вопрос в другом. Что ты с этим знанием, когда узнаешь, будешь делать? Потому что знание, которое мы получаем, оно обязует человека что-то после этого делать. Потому что у многих людей просто получил знание, и это ничего не принесло, ничего не изменило, ничего не сделало, то какой смысл в этих знаниях? Они пустые, они ненужные. Вот такая вот история. Ансус — первая из 13 рун, образующая инициатический цикл. Мы ранее читали об инициатическом цикле 13 рун Ральфа Блюма, который мы давали эту трактовку в одном из выпусков. Поищите в плейлисте, который будет в комментариях, прикрепленных комментариях. Даже под этим видео я стараюсь это делать. Если не сегодня, то завтра я сделаю обязательно. Есть видео чтения руны инициации. Вот мы там проговаривали. Или возьмите книгу, прочитайте сами. То есть как вы хотите. Но там я давал комментарий. Поэтому лучше посмотрите видео и прочитаете, и сразу получите трактовку. Инициатический цикл рун, непосредственным фокусом которых является механизм самосовершенствования. Таким образом, Ансус указывает на необходимость объединить бессознательные устремления и сознательные намерения. Указывает на необходимость объединить бессознательные устремления и сознательные намерения. Тут где-то какой-то диссонанс. Потому что как бессознательные устремления мы можем увидеть, только анализируя их. А сознательные намерения это как бы соответствие того, что мы понимаем. Но вот объединить эти бессознательные устремления и сознательные намерения, это нужен очень хороший анализ, понимание того, что происходит. Кстати, дорогие мои, аспекты, которые ученики вот у меня на курсе проходят, мы как раз и вытаскиваем эти подсознательные или бессознательные элементы вспихивания на определенных аспектах рун. Это так, чтобы, опять же, приоткрывая тайны,
Ну, я думаю, что я сниму несколько видео или одно видео сделаю, расскажу немножко о курсе, о его глубине. Выпадение Ансус говорит, что близится момент единения с Божественным. Дело в том, что не только через Ансус мы соединяемся с Божественным, но и через другие руны мы соединяемся с Божественным. Но то, что Ансус нам говорит о том, что мы непосредственно можем иметь контакт с богами или о Боге внутри нас. Ведь на самом деле боги не находятся где-то в Асгарде в каком-то мире, а боги как раз и находятся внутри нас, потому что в нас есть вся Вселенная, а присутствие богов все во всем как раз и говорит о том, что не нужно искать Бога вовне, а не нужно искать там, где его нет. Ну или там, где его не может быть. А Бог внутри нас. Вот я, может, какую-то формулировку, пословицу или какую-то мудрость перефразировал. На самом деле присутствие Бога внутри нас — это и определяет присутствие Бога все во всем. Вот где-то так. Ансус говорит, что близится момент единения с Божественным. Это знак обратить пристальный взор вглубь, то, о чем я сказал уже, самым основам бытия и познать неиссякаемый божественный источник внутри вашего естества. Познать божественный источник внутри нашего естества — это то, что лежит в основе моего обучающего курса, потому что именно это меня и подтолкнуло начать изучать не сами руны, а изучать себя в рунах или руны во мне. Но в любом случае начало познания энергий, божественных энергий, изображенных в рунических глифах, это в первую очередь познание себя. Познай себя. Познай в себе Бога. Вот в таком плане. В то же время вам напоминает, что прежде всего, почерпнув из этого питающего источника поддержки, вы должны насытиться сами. Тогда там останется более чем достаточно, чтобы насытить остальных. Эта руна облечена ореолом некоего нового для вас настроение семейной сплоченности. Семейной сплоченности с богами я понимаю. Может даже и сплоченности, мудрой сплоченности и семьи. О чем я хотел еще вот здесь вот прокомментировать, это о том, что питающий источник. Дело в том, что наполняясь знаниями, мудростью, хотите вы этого или не хотите, то этими знаниями нужно рано или поздно делиться, потому что чаша переполнится, и вы не сможете это носить. Для того, чтобы получить новые знания, нужно отдать то, что у тебя есть. И путь в магии, особенно в рунической магии, естественен. Если ты наполнился определенными знаниями, то рано или поздно тебе эти знания придется отдавать. Это принцип, от которого не отвертишься. Поэтому, уважаемые знатоки рун, если вы отдаете уже и просвещаете, обучаете, и к вам должны прийти ученики, к вам как к учителю, это ваша миссия. Миссия мага, который получает знания, исследует, он должен быть и учителем, быть способным передать. Это жизненно необходимая, важная составляющая, потому что если ты не отдаешь, ты не получаешь новое. Опять же, почему я провожу эти чтения, почему я делюсь своими знаниями? Потому что в первую очередь это дает наполнение. Отдав кому-то во благо, ты получаешь из свои блага. Или взаимообмен, или это приходит из другого источника. Вот где-то так.
В перевернутом положении Ансус, возможно, вы озабочены тем, что представляется вам как недостаток информации, то есть отсутствие Ансус, я говорил уже об этом. Вы можете чувствовать, будто что-то запрещает вам согласиться принять предложенное. Вас может переполнять ощущение собственной бесполезности, ненужности ваших побуждений. Тем не менее, помните, все, что не происходит в процессе вашего развития, происходит своевременно. Если родник замусорен, сейчас самое время очистить его от мусора прошлого. Перевернутая Ансус говорит вам: задумайтесь о пользе трудностей. Напомню, что руна Ансус, согласно древу Игдрасиль, в моем понимании, она относится к стихии воздуха. И это логично. Раз знание, раз послание, то это, естественно, воздух. Поэтому о чем можно еще понять из перевернутого положения? Это направление потоков. Направление потоков или присутствует прямая руна Ансус, или руна Ансус перевернута, она отсутствует. Дело в том, что в магии, пока ты не понимаешь до конца те процессы, которые происходят, или что произошло, ты не сможешь управлять этой магией. И первый закон знания магии звучит следующим образом. Если ты не знаешь о своей магии ничего, ты не можешь этой магией управлять. А закон самопознания, как производная закона знания, познай в первую очередь себя для того, чтобы управлять своей магией. Поэтому изучать магию следует очень серьезно, а магия внутри нас. А если магия внутри нас, значит изучать нужно нас самих, природу нас самих. Это не анатомию, не биологию там, или еще что-то, а именно нас самих как биотел, биоорганизмов, как носителей энергии. Поэтому в руне Ансус закрыто таинство и сила бесконечных знаний, и с помощью этой руны в определенных сочетаниях с этими рунами, с другими рунами, можно добиться очень-очень многих познаний. Понимаете, очень многих познаний. Нужно просто знать как. А для того, чтобы знать как, нужно эту руну на себе прожить. И тогда ваша мудрость будет мудростью богов. Вот где-то так. На сегодня все, дорогие мои. Завтра следующая руна у нас будет Атила. Не менее интересная руна. Атила прямая и перевернутая. Здесь у нас в чтении такой вот 2 странички. Так что может затянем, может нет. Сегодня я затянул. Надеюсь, вам было интересно. Я знаю, что было интересно. Тому, кто еще не увидел, это видео попадется и будет очень интересно. Как всегда, я приглашаю вас, кто не подписан на канал, подписаться на канал, поставить колокольчик, все уведомления, чтобы к вам приходили новые видео. Приглашаю вас завтра в 18:00 на чтение о руне Атила. Ставьте прямые или перевернутые лайки, комментируйте. До новых встреч, дорогие мои. Всех вам благ. Всего доброго.